Вы точно помните громкое дело Салтанат Нукеновой? С ней расправился собственный муж, бывший министр Куандык Бишимбаев. За судебным процессом над ним в прямом эфире наблюдал весь мир. И вот в Казахстане снова громкое дело. Оно может быть таким же резонансным и громким, как дело Салтанат. Родные жертвы очень этого хотят. Жертву зовут Нурай Серикбай. Преступник жестоко расправился с Нурай на глазах у прохожих. В СМИ много всяких домыслов. Пишут про роковую любовь, про сорванную свадьбу и вообще про их отношения. Историю обсуждают, и есть даже те, кто считает, что девушка сама виновата в этой трагедии. И все из-за видео, в котором она якобы прощает будущего убийцу. Мы обязательно вам покажем это видео и объясним, что оно значит на самом деле. В этой истории еще потрясает то, что преступление можно было избежать. Жертва не раз просила о помощи, но ее не услышали. Журналист нашего канала Юлия Ускова поговорила с родным братом Нурай. Это его первое большое интервью на российском YouTube. Он рассказал все детали, как развивались события до трагедии и после. «11 января 2026 года. Мы видим, как в кадре появляется девушка в светлой куртке. Ее зовут Нурай. Рядом с ней идет парень по имени Шерхан. Он превратил жизнь Нурай в бесконечный кошмар, который длился несколько месяцев. Он преследовал ее, требовал взаимности и даже похищал. Но вдруг Шерхан исчез. И в последние 2 месяца была тишина. Нурай позволила себе без страха выйти на улицу. И тут снова появился он. Через несколько минут прохожие найдут тело Нурай, жестоко изрезанное ножом. Особенно пострадает лицо, как будто цель преступника – разрушить красоту, которая ему не досталась. Я не сдержался и заплакал. То есть увидел всю ситуацию, картину, даже лицо Нурай. Сколько было ножевых ранений, просто смотря на тело, очень было больно. Взять мне силу разлюбить и никогда влюбляться опять. Это был один из самых лучших и спокойных дней в жизни Нурай за последнее время. Она дома с семьей в родном Шымкенте. У нее зимние каникулы, и она отдыхает от учебы. Нурай студентка, ей 21 год. Она будущий дизайнер одежды. Понимаю, что вам сложно про это говорить, но можете, пожалуйста, рассказать про тот день, вот с самого начала, как все было? В субботу был обычный день. Нурай спела свои песни на гитаре полностью. Там новые песни, которые она выучила. У нас было хорошее настроение. Мы чай попили, поговорили, пообщались, смеялись. Уже на следующее утро папа уехал на вахту, а брат тоже был на вахте. Дома остались я, Нурай и мама. Вечером Султан уехал в баню. И Нурай пожелала ему с легким паром. Тогда он даже представить себе не мог, что это будут последние слова, которые он услышит от сестренки. Позже Нурай решила приготовить пирог для любимого брата и пошла в магазин за мукой. И тут появился Шерхан. Они познакомились в июле прошлого года на свадьбе родственника. Шерхан был коллегой кого-то из родни. Ему 28 лет. Он на 7 лет старше Нурай. Шерхан сразу стал добиваться внимания девушки. Правда так, чтобы ее братья ничего не заметили. Он несколько раз подошел, когда нас не было, напрашивался, то, что он хочет познакомиться, хотелось бы чтобы поделиться своим номером. Она отказала несколько раз, а Шерхан тогда настаивал. И началась вот эта полностью история. Он как-то нашел ее Инстаграм, номер нашел, непонятно как. Началось настойчивое ухаживание. Шерхан отправлял цветы, шоколадки, фрукты, много писал
звонил. Нурай отвечала вежливо, сдержанно. А этот парень прям навязчиво писал, можно сказать, умолял. Потом она пришла к нам, сказала то, что вот такой парень, коллега родственника, полностью разъяснил ситуацию и сказал то, что вот, как вы думаете, ваше мнение. Я сказал то, что дай время, я узнаю информацию насчет этого человека. И спустя несколько дней через своих друзей я узнал информацию насчет него и сразу сказал то, что не твой человек, лучше вообще начинать не надо. Шерхан в свои 28 лет ни к чему особо не стремился. В основном он жил за счет папы. Тот предприниматель и вполне успешный. Вы про него разузнали. Он сам работал, не работал, чем занимался, какой образ жизни вел. Он работал там у папы, помогал отцу, но от этого было толку мало. Без какого-либо хорошего образования, без самостоятельности, нет зоны ответственности. Шерхан был полной противоположностью Нурай. У нее учеба, цель – стать модельером и покорить мир. Но ведь так бывает в жизни, что такие противоположности притягиваются. Хорошие девочки влюбляются в плохих парней. Но не в этом случае. Шерхан совершенно, абсолютно не нравился Нурай. И его навязчивые ухаживания имели обратный эффект. После разговора с братьями Нурай решила прервать всякое общение. Парень умолял о прощальной встрече. И потом заманил к себе Нурай. Как заманил? Сказал то, что дайте хотя бы последний шанс, после этого я уйду. То есть дайте хотя бы встретимся, после этого все, разойдемся, я теперь не буду к вам подходить. Шерхан решил похитить девушку. Это было примерно за 3 месяца до жестокого убийства. Это произошло в Алматы в октябре 2025 года. Нурай тогда училась на 4 курсе архитектурно-строительной академии. Шли промежуточные экзамены. Нурай всегда готовилась серьезно. Она была отличницей. Во время учебы она жила в квартире, которую снимала вместе с подругами. И вот Шерхан уговорил ее на прощальную встречу. Она просто хотела выйти на несколько минут, поговорить и вернуться домой. Она слишком была добрая. Она могла просто даже не отвечать и проигнорить. Но нет, она хотела полностью как по-человечески, по-доброму сказать и объяснить. Она думала, что он поймет. И как раз она спустилась на 1 этаж в домашней одежде полностью. Она думала, что сейчас через 5 минут обратно вернется домой. И как раз в это время Нурай села в машину, и Шерхан закрыл дверь. Закрыл дверь и забрал телефон. И по-быстрому уже начал ехать. Шерхан везет Нурай, она не понимает, что происходит, и я так понимаю, что обстановка там накалялась внутри машины. Да. Нурай была в шоковом состоянии и хотела сопротивляться и хотела обратно домой. Но Шерхан ехал на высокой скорости и сказал то, что если сейчас ты что-то тронешь меня, то мы сейчас перевернемся. А у нас Нурай пугливая очень, поэтому она испугалась. Машина на высокой скорости выехала за город. И дальше Шерхан еще прибавил скорость. Они мчались по магистралям и через несколько часов приехали в Шымкент. Сначала в дом родственника. Там они полностью переодели Нурай, потому что она была в домашней одежде. То есть они подготовили, купили там новый свитер, там новые какие-то вещи, чтобы все было прилично и аккуратно. После подготовки сразу домой ехали к Шерхану. То есть там уже ждали полностью, стол накрытый, 20 мужчин, 20 женщин, родственников. Кто-то из родных Шерхана снял этот момент на видео. Вот Нурай выходит из машины. И, возможно, только в этот момент до конца осознает, что происходит нечто для нее невообразимое. Сейчас она будет присутствовать на собственной свадьбе. И это обряд похищения невесты. Здесь нужно небольшое разъяснение. Обряд похищения невесты – это старинная традиция. И в современном мире она используется вот в таких случаях. Если парень с девушкой встречаются, а семья невесты против, и девушка соглашается на то, чтобы ее украли. Либо у парня нет денег на Колым.
выкуп за невесту. Но здесь был совершенно другой случай. Нурай не встречалась с Шерханом и вообще не хотела его видеть. И это был не обряд похищения, а настоящее похищение под видом обряда. Такая неофициальная традиция. То есть это принуждение к браку, можно сказать. По факту говоря. А так у нас говорят это привести невесту домой. Уже за нее приняли решение и не хотят отпускать. И максимально будут стараться, чтобы она осталась там, в новом доме, да? Без ее согласия какого-либо. Смотришь на эти кадры, как будто праздник какой-то. Нурай обнимают, целуют, все радуются. Со стороны может показаться, что девушка покорно на все соглашается, не кричит, не вырывается. Но вы себе представьте состояние совсем юной, неопытной девушки, вокруг которой десятки взрослых людей, пожилых. Нурай вообще не конфликтный человек. Она воспитана в уважении к взрослым. А еще она знает, что по традиции в дом обязательно должны вызвать ее родственников, чтобы они дали согласие на брак. И она тихо этого ждет помощи, что придут родные и заберут ее. Тем временем семья Нурай понимает, что девушка почему-то весь день не выходит на связь, и начинают ее искать. Позже брат Нурай приедет в дом жениха с полицией, но это не поможет. Возможно, кому-то покажется, что эта история из какой-то другой, совершенно не близкой нам жизни, где есть такая традиция, как похищение невесты. Но на самом деле это классическая схема преследователя в любом городе, в любой стране. Есть человек с патологическим желанием быть рядом, преследователь, ну или как его называют, сталкер. И есть способы, которыми он добивается своей цели. И нередко такое преследование приводит к похищению, насильному удержанию. В данном случае Шерхан завернул все это в традицию. Для Нурай и ее современной интеллигентной семьи все это было неприемлемо. Султан, расскажите про вашу семью, про родителей, кто чем занимается. Мама преподаватель русской литературы, папа работает в Казатомпроме, то есть урановой отрасли в Сузакском районе. И брат, который тоже работает в Казатомпроме. А я предприниматель, занимаюсь в кофейне, где Нурай до этого работала. Семья у нас спокойная, ценим друг друга, благодарим за любые вещи, которые мы сделали для друг друга. Уважаем других, уважаем старших, уважаем границу друг друга, не кричим. Нурай самая младшая в семье. И она, конечно, всеобщая любимица. А еще и умница. Окончила школу с золотой медалью. Получила грант на обучение в престижном вузе, что вообще-то сделать нелегко. И там училась на отлично. И хотела дальше продолжать образование уже в Европе. Какие у нее вообще были мысли по поводу своей карьеры? Она всегда хотела воплощать свои мечты и потом только уже выйти замуж. Она у нас была такая, то что она с парнями вообще не общалась, она видела свое развитие и двигалась в этом направлении. Уже в 2027 году она уже закончила бы и хотела бы поступить в Европу, дальше продолжать учиться. Да? В Европе там культура очень хорошо развита, именно модельной индустрии, и она хотела бы там набраться опыта. Она очень хотела открыть свой бренд, разные модели выпускать. Хотела отдельную студию, где она может рисовать, творить. Последнее творение Нурай. Она полностью пальто шила сама. Как раз у нее были практика. И для себя она полностью это все сделала. Нурай с удовольствием записывала свои образы на камеру. Яркая, стильная и в то же время очень нежная, красивая и слегка застенчивая. Но только на учебе и профессии дизайнера Нурай не зацикливалась. У нее было много других интересов. Она
очень много читала. Всегда она хотела чем-то заниматься, что-то делать, что-то полезное, что-то развивающее для ее сознания. Да? Она всегда планировала то, что вот сейчас в этом году я так сделаю, в следующем году так сделаю. То есть у меня такие мечты. Благодаря своим мечтам она двигалась вперед и развивалась. Она знает, просто так ничего не дается, поэтому она всегда старалась достичь этого. И вот такая девушка вдруг попадает в дом самозваного якобы жениха. И вокруг все радуются, и вот-вот проведут свадебный обряд. О происходящем как-то узнал родственник семьи Нурай. Он позвонил ее брату, даже не представляя, что семья вообще не в курсе случившегося. Брат Нурай тут же поехал в дом к Шерхану и вызвал полицию. А дальше будут происходить странные события. И Нурай скажет, что Шерхан ни в чем не виноват. арыз шағыңыз бар ма қазіргі таңда Шерханға? ешқандай жоқ. Ешқандай арыз шағым жоқ па? У нас отправляют домой родителям невесты послов, можно сказать, которые говорят то, что вот Нурай у нас сейчас в доме, дайте свое согласие. И молодые будут жить счастливо и вместе, и будет хорошая семья. Такого человека они хотели отправить, и как раз мой родственник узнал об этом. Позвонил мне и сказал мне то, что вот Султан Нурая украли, хотят принудить к браку. Я сказал сразу то, что где адрес, туда давай вместе поедем. Когда мы зашли, там было плюс-минус 50 человек. Все как будто уже отмечают какой-то той согласие. Без согласия Нурая, без согласия нашей семьи. Они уже самовольничают, можно сказать. Я был вообще в шоке. То, что такую дикость. И вот Султан находит Нурай в одной из комнат дома, рядом с девушкой и родственницей Шерхана. Султан всех выгоняет. Он хочет поговорить с сестрой. Я спросил Нурай, Нурай, ты по своей воле сюда пришла? Она сказала, нет, Султан, я тебя ждала, мне страшно. По факту было так, что ее похитили. Когда вы были дома у них, когда в комнате находилась Нурай, вы в этот момент самого Шерхана видели? Да, нет, если видели, то как он себя вел? Он между родственниками стоял, такой спокойный, ну какой спокойный. Чуть-чуть волновался, но без слов, без ничего. Мы не здоровались даже. Я ни с кем не здоровался, сразу вошел в ту комнату, где Нурай была. Что же дальше? Брат и сестра, взявшись за руки, собирались уйти из этого дома. Но вдруг происходит ситуация очень киношная. Все со слов Султана. Не успели они выйти из комнаты, как вдруг появилась родня Шерхана. Женщины пытались удержать Нурай, а мужчины оттаскивали от нее брата. И в какой-то момент их руки расцепились. Султана выгнали на улицу, а Нурай осталась в доме. И тогда брат позвонил в 102, и приехала полиция. Они впустили нас домой, мы зашли вместе со следователем. Он объяснил ситуацию, то, что вот мою родную сестренку украли, надо вернуть домой, этот человек похитил ее. Он такой спокойный, хорошо, сейчас решим. Но ничего не решалось. Сотрудник полиции говорил с Нурай Шерханом, с его отцом, о чем непонятно. Брату казалось, что полиция просто тянет время. Следователь, который пришел по вызову, там сидел и пил чай, там кушал мандарины, спокойно сидел. Он специально дал время, чтобы в другой комнате убедили Нурай не писать заявление. Я не сдержался и хотел позвать следователя, крикнул полностью. Сказал то, что надо идти в РУВД, здесь дела не решаются. Поехали в участок. Нурай должна была написать заявление, а с Шерханом разбирались бы следователи. Похищение и принуждение к браку – вообще это уголовные статьи с реальными и серьезными сроками. Родные хотели быть рядом с Нурай, пока она писала бы заявление. Но родных к ней не пустили. Это важный момент. Через полчаса, плюс-минус, приехал отец Шерхана. Он как-то вошел в эту комнату. То есть мы сидели возле, можно сказать, ресепшена, приемной. А он спокойно заходил, выходил где-то 2-3 раза, плюс-минус. В комнату, где находилась Нурай и сотрудник полиции? Комнату, можно сказать, даже в этаж.
То есть мы сидели приемные, пускают только своих же людей, то есть полицейских. А ее отца впускали. Отец предприниматель, управляет торговым центром, базар, там зона отдыха, гулятины и тоже ресурсные, можно сказать. Со связями. Да, со связями. Поэтому Шерхан ходил свободно, можно сказать, благодаря отцу. А потом в отделении полиции произошло то, что не поддается логике. Шерхана отпустили. Заявлять на него Нурай не стала. Сказала, что в тот дом приехала добровольно. Ее показания следователь записал на камеру. Правда, эта запись появится позже, когда начнется резонанс после жестокого убийства девушки. Мен Серхан Нурай бауыржан қызы 04-10 ай 2025 жылы 21:00-де Алматы қаласынан Шерхан деген есімді 3 айдан бері араласып жүрген жолдас жігітімен Шымкент қаласына қарай жолға шыққан болатын. Екеуміз келісіп, сөйлесіп, бірге отау құрамыз, отбасы боламыз деген оймен Шымкент қаласына келген болғанбыз. Және олардың ата-аналары және туысқандары мені қарсы алған болатын. Бірақ менің ата-анам ол туралы ешқандай ештеңе білген жоқ. Сондықтан менің ата-анам қарсы болды. Шерханның тарапынан сізді қандай да бір ұрып соғу болды ма? Жоқ, ондай ештеңе болған жоқ. Зорлық, қинау, еркіңізден тыс алып кету ондай болды ма? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Арыз шағыңыз бар ма қазіргі таңда Шерханға? Ешқандай жоқ. Ешқандай арыз шағыңыз жоқ па? Все, олай болса. Сізге сұрақ, полиция тарапынан қандай да бір қысым болды ма сізге? Жоқ, бар жақсы. Ешкімге арыз шағыңыз жоқ па? Все. Выяснится, что в сеть это видео слили незаконно. Но кто и почему, мы расскажем позже. А пока вернемся к самому видео, записанному в полиции. Почему Нурай вообще произнесла все эти странные слова? Уже дома она рассказала семье, что происходило с ней в отделении полиции. Нурай написала первое заявление, то есть полностью по факту, как украли, что было, где было, угрозы, полностью все написала. Но, к сожалению, они не хотели это видеть. Поэтому они максимально давили, говорили то, что вот после этого заявления он может сесть на 10 лет в тюрьму и полностью ответственность будет за тобой. Тут надо пояснить, почему парень мог сесть на такой долгий срок. По сути, ему можно было вменить 2 статьи. За принуждение к браку, но тут можно отделаться штрафом. И за похищение человека. А вот это уже реальный серьезный срок. 2 часа они тянули, и ситуация усугубилась, и в конце Нурай хотела просто уйти и написала вот это второе заявление, которое им понравилось. После этого они сняли видео, то, что Нурай не имеет никакого претензии к этому человеку. А они обещали, если она запишет это заявление о том, что вот меня никто не принуждал, это все было по моему согласию. После этого Шерхан отстанет и не будет находиться рядом в районе километра, да? Не будет подходить к тебе, не будет писать, не будет искать тебя. То есть он как бы пообещал ей лично в разговоре отстать, не преследовать. Да. И Нурай, как бы поверив в это, соответственно, не стала идти дальше и подавать заявление. Да. Она хотела все закончить и просто поехать домой. Представьте себе юную девушку. Ей всего 21 год. Ее 2 часа обрабатывают в полиции. Что, мол, сейчас из-за нее хорошего парня упекут за решетку. Разве ты действительно этого хочешь? Судя по полицейскому видео, манипуляция сработала. Нурай сказала то, что от нее требовалось, и ее отпустили. И только дома семья Нурай узнала, что девушка переписала первое заявление, написала новое, второе, что, мол, не имеет претензий к Шерхану. После того, что, как услышали, то, что ее заставляли писать второе заявление, мы уже на следующий день поехали в прокуратуру этого же района написать заявление о принуждении к браку и насчет следователя, который вынуждал писать это второе заявление. Были ли предприняты какие-то меры? Помогло ли это? К сожалению, никак не помогло. Было бездействие.
То есть 2 недели мы ждали, обещали там за неделю, но больше 2 недель мы ждали ответа. Нам сказали то, что недостаточно фактов и не приняли это в учет. За это бездействие сотрудники полиции все же ответят, но это будет уже после убийства Нурай. А в тот момент прошла неделя после неудачного похищения. Шерхан почувствовал, видимо, полную безнаказанность. И забыв про обещание оставить Нурай в покое, он начал настоящую охоту на девушку. Вы сказали, что после прокуратуры никаких действий не последовало, Да. никак не помогли. Да. И что тогда происходит дальше? Так, происходит так, то, что когда мы подали заявку, через неделю нам начал там писать, звонить, приходить домой. Началась вот эта слежка, можно сказать. Нурай осталась дома в Шымкенте под защитой своей семьи. Она никуда не выходила. Она несколько раз меняла номер телефона. А Шерхан писал ее подругам. Под предлогом, что хочет подарить цветы, пытался узнать ее номер. А еще караулил ее в машине возле дома. Стоял прямо под окнами комнаты Нурай. Ну, здесь с нашего окна уже видно было то, что он следил. Там сидел в машине рядом вот с домом. Наши соседи уже говорили про это. Мы не раз тоже видели. То, что возле окна, или там чуть дальше, где-то 10 метров, он сидел и наблюдал, и следил за Нурай. В один день, когда вот Шерхан возле дома стоял на машине, мы позвонили 102. Нам ответили то, что вот, может, это не к вам пришли. Откуда вы знаете то, что этот человек пришел к вам? Если мы сейчас приедем, он может обратное заявление вам написать и возбудить на вас дело, то, что просто так нас позвали, и какой-то непонятный человек нас обвиняет в чем-то. Мы после этого, если честно, чуть задумались, куда нам, что мы делаем, куда нам обратиться, где вообще справедливость. Шерхан был настоящим сталкером, который преследовал девушку изощренно и везде, где только мог. Когда Нурай его блокировала, он писал ее подругам, снова и снова беспокоил их сообщениями, через страницы в социальных сетях следил за каждым шагом Нурай. Это рассказала журналистам родственница Нурай. По ее словам, Нурай собрала все переписки с угрозами, а Шерхан ей угрожал. Не подумайте, что просто хотел цветочки подарить. И обратилась с заявлением в полицию. Но, как мы знаем, это закончилось ничем. Родственница рассказывала, что сам преступник открыто говорил: «Ты не сможешь посадить меня за решетку». Он выяснил расписание занятий Нурай, приходил в ее учебное заведение и запугивал. Его слова и сообщения ясно показывали, что он опасный человек. Нурай была настолько напугана, что ее брат был вынужден сопровождать ее на занятия и забирать обратно. Это рассказала родственница журналистам. Стало очевидно в очередной раз, что ждать помощи от полиции бесполезно. Надо как-то решать проблему самим. Отец Шерхана и отец Нурай договорились о встрече. Его отец обещал то, что вот это последний раз, такого не будет, обещаю, что все, теперь на этом все закончено. Шерхан на этом все закончит. Объяснял то, что это будет наша последняя встреча. Такого больше не повторится. Но мы, честно, поверили. Мы думали то, что он вот скажет своим и будет воспитывать своего сына, чтобы не подходил к Нурай. И вот отец Шерхана и папа Нурай встретились и поговорили. И отец Шерхана пообещал, что сын больше не будет преследовать девушку. И Шерхан действительно исчез. Но родные Нурай все равно продолжали ее охранять. Она вернулась в Алматы на учебу, а рядом постоянно был теперь брат. Султан, а какие у вас были отношения с сестрой? Очень теплые, очень близкие. С детства мы ее оберегали, полностью защищали. Всегда были рядом с Нурай. Так как у нас она самая маленькая, самая младшая и единственная тоже, моя сестренка. Я вместе с ней поехал в Алмату. Где-то 2 недели я там полностью жил в Алмате, чтобы сопровождать Нурай полностью до университета, с университета обратно до дома. Так мы 2 недели с Нурай вместе ходили, вместе кушали, вместе ужинали.
После этого мне надо было обратно в Шымкент по работе, так как меня не хватало там. И я обратно приехал в Шымкент. Затишье продолжалось. Ни преследований, ни звонков. Как будто никакого Шерхана и не было. Как будто парень послушался своего отца. Так прошло примерно 2 месяца спокойной жизни. И вот новогодние каникулы. Нурай дома в Шымкенте. Это комната Нурай. Ее чемодан, который я с Алматы привез. Картина, когда начинала свой путь. И здесь она тоже лежала, здесь спала, можно сказать, отдыхала. Нурай была так рада, что все плохое осталось в том, прошлом, прошедшем году. И вот воскресенье, 11 января. Брат пошел в баню, Нурай с мамой дома вдвоем. И она решила приготовить брату его любимый пирог. Она уже подготовилась полностью, только муки не хватало. Как раз в этот момент мама была в той комнате, где спальня. Комната была закрыта, она своими делами занималась. И Нурайка хотела по-быстрому забежать в магазин и принести муку. И печка была уже включена, все подготовлено. И вот Нурай побежала в магазин за мукой. И тут появился Шерхан. Сначала Шерхан просто преследует Нурай. Пытается ее, видимо, остановить, поговорить. Она вырывается. Примерно вот здесь, когда Нурай проходила и не хотела связаться с этим человеком. Но он не отставал, и как раз дальше уже тот проходной двор, куда они уже начали идти. И вот они пропадают из обзора этой камеры. Дальше мы их видим уже на другой камере. Девушка пытается убежать, потом она падает, и Шерхан начинает наносить удары ножом. Мы не можем вам это показать по правилам Ютуба. Но понять, с каким остервенением он расправился с Нурай, можно по сработавшей от ударов сигнализации машины, около которой произошла расправа. Все материалы, которые мы не можем показать на YouTube, мы выложим в нашем телеграм-канале. Ссылка будет в описании к видео. Вот мимо проходит свидетель. Съемка довольно-таки расплывчатая, кажется, это женщина. Она останавливается, смотрит. Шерхан тут же убегает. Полиция приезжает очень быстро. Как раз я был в бане. Обычно я телефон не проверяю, я оставляю возле входа. И в этот день мне как-то хотелось проверить, не знаю, какое-то чувство было. Вот когда я взял телефон, позвонила мама и сказала то, что здесь что-то случилось с Нурай. Дальше уже непонятно было, что она сказала, говорила. Я сразу понял то, что что-то случилось, и сразу выехал домой. Я туда подъехал, а там было очень много полицейских. 15 это патрульных машин, это 40 полицейских. Все ограждение было, были медики. Потом я увидел маму, которая плачет. Она сказала, что там лежит Нурай. Вышла на улицу, и в этот же момент подъехала полиция. Они спросили у меня, знаю ли я эту девочку на фото. Я не смогла нормально разглядеть, но увидела лицо дочери на снимке. Я не заметила, ее глаза были открыты или закрыты, но фото было сделано в профиль на месте происшествия. Полиция сфотографировала и искала родственников, ходила по домам, чтобы понять, где она живет. Они постучали в нашу дверь как раз тогда, когда я вышла из дома. Они меня не пустили туда. Я не знала, что моя дочь уже скончалась. Они мне сказали, что ее собираются везти в больницу. Наверное, не хотели меня пугать. Туда меня не впустили. Сказали то, что здесь уже все. Сейчас надо запечатать полностью, оцифровать
и доказательства забрать. Я в этот момент чуть не понял ситуацию, но в глубине души я примерно понимал то, что случилось что-то страшное, очень страшное. Хотел с полицейским поговорить, вот это с главным, сказал то, что вот, скажите мне по факту, что здесь произошло. Он ответил то, что твоя сестренка погибла. Возможно, кому-то покажется, что брат говорит об этой ужасной трагедии как-то излишне спокойно, как-то неэмоционально. Но это, конечно, не так. Султану больно вспоминать тот день, ему очень непросто. Но не все готовы открывать свои глубинные эмоции на камеру. Свое огромное личное горе он переживает внутри, глубоко в себе. Здесь все было в крови. Везде было полицейские, и место было, можно сказать, закрытым для обычных людей. Нурай умерла прямо на месте преступления от множества ножевых ранений. Было изрезано все лицо и тело. Султана, когда он был на опознании тела сестры, поразило, с какой жестокостью Шерхан расправился с девушкой. Как будто он специально бил так, чтобы ничего не осталось от красоты Нурай. Был блажен, я был жесток в своих желаниях ревнивых, что хоть родинку еще была бы ты менее красивой. Где-то в 12 часов ночи мы поехали в морг для опознания. То есть я поехал, мама была в машине, я не выпускал ее. В морге мне сказали, то, что там очень такой старый человек сидел в возрасте. Сказал то, что лучше не смотреть, так как он уже в этой сфере больше 30 лет работает и видит такое первый раз. То есть для него даже это было шоком. Я, если честно, в тот же момент не сдержался и заплакал. То есть увидел, да, всю ситуацию, картину, даже лицо Нурай. Сколько было ножевых ранений, просто смотря на тело, очень было больно. Занимаясь подготовкой этого видео, мне пришлось посмотреть фотографии Нурай после убийства. И мне абсолютно понятны эмоции брата. У Нурай на теле много глубоких порезов. Сколько точно было ран, родные пока так и не узнали. Еще порезы были на шее и даже на лице. То есть такое ощущение, что преступник хотел не просто убить, а изуродовать жертву, чтобы такая нежная красота не досталась никому. Ходят слухи, то, что вот в социальных сетях, то, что 5-7 ножевых ранений. Это малая часть, если честно. То, что я увидел там было очень много, больше 10. Очень изуродованное тело. Очень, можно сказать, это прям не человеческий поступок. Это дикость на высшем уровне. Я не знаю, как это можно объяснить. Было очень много ножевых ранений. Как можно было такую девушку, тем более мягкую, нежную, так издеваться можно и применять такую силу. Это ужасно. Там было очень много потерянной крови. Там чистили очень долго после того, как забрали Нурай. Там даже чуть-чуть следы остались из-за того, что там очень много крови пролилось. Шерхан сразу после преступления исчез. Камеры наблюдения зафиксировали отъезжающую с места трагедии машину. Были видны марка автомобиля и номера. А как на него вышли в итоге, Султан? Когда вот главный сотрудник полиции подошел ко мне и сказал то, что вы знаете такой номер, такую машину, Hyundai Mufasa, черного цвета, так как он ушел с этого места преступления. Я сразу же дал наводки, то, что этот номер такой, 015, проживает в этом районе, его зовут
по имени Шерхан, он такой человек. Объяснил полностью, сказал то, что я знаю. Потом они начали вот полностью поиск этого человека. Через 2 дня нашли за городом, 10 километров от города Шымкент. Машину сначала нашли, потом через несколько времени один из пастухов сказал то, что вот какой-то человек, похожий на разыскиваемого, ходит по полю. И как раз полицейские задержали его. Он был обернут в какой-то плед. Плед был в крови. В чем сейчас уже, в каком крови, это уже сейчас экспертиза полностью выясняет. Ходил спокойно вроде. Нету такого страха, нету такого, что что-то он такое плохое сделал, нечто трагическое. На Шерхана завели уголовное дело по статье «Убийство». Но семья девушки была не согласна. Это не просто убийство, а преступление, совершенное с особой жестокостью. Родные Нурай не могли допустить, чтобы Шерхан избежал серьезного наказания. В очередной раз. Полиция уже отпустила его после похищения, а дальше игнорировала все заявления семьи о преследовании девушки. И тут, даже после убийства, возможно, Шерхан избежит серьезного приговора. И тогда семья Нурай приняла очень непростое для себя решение. Абсолютно непубличные люди решили, что дело должно получить широкий резонанс, как это было в истории с Салтанат и Бишимбаевым, чтобы суд шел публично и чтобы Шерхан получил пожизненное. Прощание с погибшей Нурай Серикбай прошло сегодня в селе Турткуль. Она была самой младшей дочерью в семье. Проводить в последний путь девушку, которая погибла от рук знакомого в самом центре Шымкента, пришло множество людей. У меня сердце разрывается от боли из-за утраты дочери. Пусть он понесет полное наказание, пусть приговорят хоть к расстрелу или к пожизненному заключению. Мне его не жаль. Очень было много людей. Это был очень большой шок, потому что такое убийство особо тяжкого происхождения, такого, естественно, мало встретишь. И тем более Нурай такое лицо, очень светлое. Даже смотря на фотографии, уже веет теплотой и нежностью. Она сразу видно то, что она хорошая, добрая, солнечная. И люди очень хорошо чувствовали эту энергетику. Поэтому они, наверное, хотели побыть вместе с Нурай, попрощаться. Очень хрупкая девушка, которая потеряла свою жизнь очень так рано. По казахскому обычаю мы сами омываем тело и провожаем в последний путь. Но сейчас мы даже не смогли этого сделать, потому что он нанес тяжелые раны. Мы увидели ее лицо и ужаснулись. Мы специально не впускали в ту комнату, где лежала Нурай, так как она была очень изуродана. Там отдельно мы оплатили в морге услуги. Это восстановление тела. То есть, где были ножевые ранения, там они обратно вшивают. Лицо Нурай как бы не было как на фотографиях. Она была до той степени изуродана, то что не скажешь, что это Нурай. Не скажешь, что это был целый человек. И мы поэтому никаких родственников не пускали. Хотели запомнить ее как всегда улыбчивая, красивая, нежная. Спокойно такая. В момент, когда прощались, но до этого, если честно, я до сих пор в шоке. Я до сих пор не полностью отпустил Нурай. Иногда мне даже сложно говорить о прошедшем времени. А так, когда я полностью провожал Нурай, тогда уже было очень, очень тяжело. Сердце сжималось. Хотел просто плакать без остановки. Самое сложное было то, что когда ты хранишь человека и уходишь, вот это самое сложное. Там все такие рядом, которые могилы были, там и в основном больше 50 лет, такие люди рядом
были. Но не было таких, то, что там 20, то есть очень в юном возрасте, когда вот начиналась жизнь, начиналось вот кипеть. Начинали только вот строить свои мечты, какие-то свои грандиозные планы. В таком моменте обрываться прям очень тяжело. В этот момент мне было очень больно и невыносимо. Ну, до сих пор так, если честно. Это не знаю, когда закончится, как закончится. Как будто наша семья потеряла свое сердце. И вот в таком ужасном горе единственное, чего хотела семья, это добиться справедливого наказания для Шерхана. Но появилось серьезное препятствие. Итак, Шерхан был арестован, и ему предъявлено обвинение в убийстве. Но ведь преступление было совершено с особой жестокостью. А еще были месяцы преследований и похищения. Шерхан должен и за это ответить. Родные Нурай решили придать дело огласке. Султан опубликовал в соцсети пост. «Моя сестра была очень умной, спокойной и тихой девушкой, поэтому он ее всячески подавлял. Он не понимал слова «нет». Он был сталкером. Сейчас единственное, чего мы можем добиваться, чтобы этому человеку, даже язык не поворачивается так его назвать, назначили максимальный срок наказания». На пост обратили внимание многие СМИ, и вышли статьи с громкими заголовками. Султану стали писать журналисты, он начал давать интервью. Вместе с адвокатами родные Нурай добивались, чтобы жестокое преступление не стало, если можно так сказать, рядовым убийством. И, наконец, первая победа – статью изменили. То есть дело переквалифицировали, и статья стала жестче. Жестче. Она была измучена, то есть она чувствовала всю боль. Она была в живом состоянии, да. Когда лицо вот были в шрамах, я думаю, она уже вот эту часть тоже чувствовала. В том, что статью изменили, большую роль сыграли и адвокаты семьи. Вообще история с ними интересная. Делом занимаются два адвоката, и оба работают бесплатно. Настолько их поразила история, и так сильно им хочется вместе с родными добиться справедливости. Первый адвокат – это друг семьи, и он сразу же, без просьб и обсуждений, взялся за это сложное дело. Второй адвокат подключился чуть позже. Он увидел пост Султана в соцсети и сам связался с ним. Предложил свои услуги и отказался от гонорара. И вот родные и адвокаты настойчиво добивались, чтобы Шерхан ответил за все свои преступления. В итоге, вот на данный момент ему предъявлены обвинения по 3 статьям Уголовного кодекса. В Шымкенте тем временем по факту гибели 21-летней Нурай Серикбай возбудили еще одно уголовное дело по статье «Сталкинг». Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны. Сталкинг в отношении Нурая осуществлялся неоднократно и носил систематический характер. Он начался после инцидента с принуждением к браку и продолжался вплоть до ее гибели. Мы подали несколько заявлений и несколько уже одобрили. То есть сталкинг мы тоже закрепили, принуждение к браку тоже закрепили, предоставив доказательства. Для Султана каждое новое интервью журналистам – это испытание. Он совсем не публичный человек. Он владеет кофейней и вообще очень далек от мира медиа. И вот теперь он постоянно на виду. Но есть цель, ради которой он готов полностью изменить свою жизнь. Это тоже сталкинг. Да. Закон принят. Мне, если честно, не нравятся вот эти все камеры. Не нравится то, что я сейчас делаю. Если честно, город у нас не популярный своей честностью, а наоборот считается таким репутационно не очень хорошим городом. А я хотел бы, чтобы в этом городе началось с чего-то хорошего, то есть с честности. Благодаря огласке, благодаря всему, весь этот процесс как-то продвигается. Резонанс был такой, что в соцсетях появился тренд. Девушки начали выкладывать ролики под грустную музыку с надписью «Не зарежь меня за то, что не дала шанс». И ставят хэштег «За Нурай» в описании. Люди не просто возмущались, поддерживали, сострадали. Они еще и писали президенту страны, чтобы он вмешался. И президент ответил.
потребовал провести проверку полиции. Итоги оказались неожиданными. Жертва вдруг стала виновной в том, что с ней произошло. Под пристальным вниманием по-прежнему остается дело об убийстве 21-летней Нурай Серикбай из Шымкента. Расследование находится под особым контролем Министерства внутренних дел. Меры после проверки были быстрыми и жесткими. Уволили главу полиции из Шымкента, его зама и других сотрудников. И завели уголовное дело о халатности. Ведь полицейские вообще никак не отреагировали на то, что Нурай принуждали к браку. А дальше произошло неожиданное. В сеть попало то самое видео из дома Шерхана, где после похищения проходила свадебная церемония, и показания Нурай в отделении полиции, где она говорит, что Шерхан ни к чему ее не принуждал. Эти кадры выложил уволенный полицейский. Ему стало очень обидно. Выгнали ни за что. Выкинули, цитата, как мусор. А он якобы действовал по закону. Нурай ведь сама подтвердила, что все было добровольно. И если до этого все единодушно считали Нурай жертвой преследования и похищения, то после видео мнения разделились. Началось бурное обсуждение в соцсетях. Писали, например, такое: девчонки очень часто обманывают и строят из себя жертв. Поэтому, прежде чем судить кого-то, нужно все четко проверять. Или вот: она говорит, что претензий нету, все остальное – это уже домыслы. Когда что-то случается, люди сразу бросаются на полицию. Как всегда, жертва права, полиция всегда виновата. Стали придираться, что и во время свадебного обряда она была уж слишком спокойная. Семье и адвокатам пришлось объяснять, почему Нурай так себя вела. Что вообще-то она была в состоянии шока и ступора. Когда девушка выходит из дома поговорить на 5 минут, и вдруг ее похищают, куда-то везут, а потом вдруг свадьба, вокруг десятки незнакомых людей, все что-то от нее хотят. Ей страшно, она в ужасе. И Нурай просто ждет помощи. Тихо ждет, что сейчас ее придут и спасут. Это ее стратегия. И дальше, как вы уже знаете, был многочасовой допрос в полиции. И в итоге записаны на камеру вот эти слова. Семья Нурай, как вы помните, знала, что такая запись есть, но впервые посмотрела это видео вместе со всей страной. Когда мы увидели это видео, как Нурай пытали, там принуждали рассказать то, что она не хотела, нам было больно, очень больно слышать, как в его голосе мы слышали только боль, страх и усталость. Это было моральное давление, так как в этой комнате находились следователь, отец Шерхана, сам Шерхан. Мы хотели бы полностью привлечь к ответственности тех людей, которые задействованы были в этом деле. А они как бы опубликовали вот это видео с Нурай, пытаясь очернить, можно сказать. Ни при чем, и она все сама туда, значит, поехала. Да, хотели очернить и убрать ответственность за то, что они не взяли первое заявление. В ответ на публикацию видео семья молчать не стала. Через адвокатов они подали жалобу в полицию. Выяснилось, что выкладывать это видео было нельзя. Это нарушение тайны следствия. СМИ пишут, что на бывшего полицейского уже завели дело, и его могут привлечь к ответственности. Султан, а у вас есть какой-то страх, что подозреваемый может как-то, не знаю, выкрутиться или как-то, ну, вот вы рассказывали ранее, да, как его прикрывал отец, вот эти вот все истории. Да. Есть ли такой страх, что подозреваемый может как-то выкрутиться в этой истории? Ну, можно ситуации разно представить, но факт остается фактом, то, что преступление совершено. Все сейчас факты мы сейчас собираем, полностью хотим доказать, показать, а суд уже решит. Но страх, пока я не хочу думать об этом, мы будем выкладываться. То есть от ответственности этот человек не уйдет точно. Потому что весь народ хочет, чтобы такие люди не находились в нашем обществе. Так как человек, который один раз убил, уже второй раз, думаю, тоже осмелится. Тем временем сторона Шерхана молчит. Адвокат семьи видел его в СИЗО. Шерхан, по его словам,
выглядел ухоженным, вел себя спокойно. Со стороны казалось, что он совсем не чувствует себя подавленным или что он как-то переживает, винит себя за страшное преступление. В полной тишине со стороны родственников Шерхана один человек все-таки высказался. Он и не мог промолчать, все ждали реакции. Это двоюродный брат Шерхана, очень популярный в Казахстане блогер. И его жена тоже. На двоих у них больше 3 миллионов подписчиков. Они, против ожиданий, дали понять, оправдывать подозреваемого, хоть он и родня, они не собираются. Мы тоже хотим, чтобы суд вынес справедливый приговор. Мы хотим, чтобы по законам Казахстана было назначено справедливое наказание. Никто здесь не собирается кого-либо защищать. Следствие все еще идет. И пока неизвестно, когда начнутся судебные заседания. Родственники Нурай все так же продолжают настаивать. Суд должен проходить в режиме прямой трансляции, как было в трагической истории Салтанат и Бишимбаева. Мы продвигаем 2 вещи. Первое – это прозрачный суд, то есть онлайн-суд. Пригласить всех репортеров, журналистов. Если сейчас на прямом эфире весь Казахстан увидит, как человеку будет такого человека судить, уже другие люди уже 2 раза подумают. Потому что он всем очень так показывал то, что он хороший, такой добрый. А такие люди среди нас ходят, где ходят наши матери, сестры, знакомые, коллеги, да, без разницы, девушка, не девушка. Но чтобы такие люди свободно не ходили. И прежде чем что-то делать, 2 раза подумали. И показать то, что есть у нас честность, справедливость, прозрачно, открыто. Потом следующий пожизненный срок. Потому что все факты, все сейчас приходится к этому. Потому что здесь очень тяжелое убийство было. Я хотел бы полностью все рассказать, показать, но следственное дело. Поэтому на мы подписали бумагу. Если мы сейчас что-то не то скажем, то это повлияет на следственное дело. Противоположная сторона, думаю, тоже не будет успокаиваться, будет много что придумывать. Сейчас следствие идет в полном процессе. Пока что следователи работают более-менее активно. Все данные, которые мы отправили на экспертизу, тоже очень много экспертиз ждем. Так, это любимая гитара, Рай. Вместе покупали. Она начала свой путь именно с этой гитары. Необычная гитара, такой цвет такой яркий. В комнате Нурай, дома в Шымкенте, все осталось ровно так, как было до трагедии. Семья не может понять и принять, что их единственной дочери, их единственной сестренки уже нет. Мы и так каждый день плакали неделю. Каждое утро начиналось у нас с воспоминаний Нурая. Для нашей этой семьи это было очень тяжело. До сих пор тяжело. Очень большая потеря, так как мы не могли защитить. Самому непонятно, как произошло. Это было как будто гром с небес. И вся эта ситуация произошла очень быстро. У нас весь дом развешен картинами Нурая. Она уже с юного возраста уже начинала свой путь по рисованию. И мы всегда поддерживали. Все наши комнаты развешаны портретами разными и картинами. Это последняя картина, которая не закончилась. То есть здесь уже последние штрихи остались. Надо было доделать. К сожалению, не до конца все закончено. Мы, конечно, общались как брат с сестрой. Если какие-то важные решения принимаю, всегда у нее спрашивала, потому что она у нас была самая чистая душа. Ее мнение очень так влияло на наше решение, да? Так как чистая душа принимает всегда правильное решение. Всегда так открыто мы общались, всегда делились своими мечтами, то, что она хотела.
Она для меня была как часть меня была Нурай. Нурай очень нежная, спокойная, красивая, умелая. Она много что умеет, умела. Просто мне сейчас сложно этот прошлом сказать, но то, что как будто она до сих пор для меня жива, да. У нас Нурай всех нас объединяла. То есть в группе она первой написала там какие-то праздники, какие-то теплые разговоры, какие-то интересные истории. Она прямо очень умела хорошо ладить с людьми. У нее тоже было окружение было доброжелательных людей. То есть она всегда улыбалась, всем радовалась, хотела дарить теплоту каждому. Поэтому она часто улыбалась и всегда, если заметили на видео, улыбчивая такая, красивая. Нурая без улыбки представить очень тяжело. Поэтому она как теплая душа нашей семьи. У нас до сих пор Нурай в нашей WhatsApp-чате есть. И нам мне до сих пор больно. Мы всегда считали, что нас всегда 5 будет, всегда будет дружная семья. Все соберемся, будем тепло ужинать. Мы всегда так представляли. Но потеря одного человека из семьи, очень близкого, это ощутимая боль, которую невозможно описать. Это максимальный уровень трагедии в моей жизни. Я всегда так считал, я так считаю, то, что сердце нашей семьи – это Нурай. Жамалып келеміз, айсыз ашық аспан. Төбемізде жұлдыздар, үнсіз жалаңдасқан. Бара жатқан зымыран, байқамайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Бара жатқан